Здравствуйте, друзья! Почему исказили славянские сказки? Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Чтобы понять древние сказы и смысл, заложенный в них, необходимо отказаться от современного мировосприятия и взглянуть на мир глазами людей, живших в древние времена, когда и появлялись сами сказы. Ключами к настройке на древнее восприятие являются неизменные образные корни той или иной сказки. Например, животные – это название чертогов на Сварожьем круге. Когда же они помогают, это нужно воспринимать как помощь предков, тотемное животное. Как пишут в славяно-арийских ведах, первый великий потоп произошел в результате уничтожения луны Лёли, одной из 3 лун, вращавшихся вокруг Мидгард-Земли в то время. Вот как говорят древние источники об этом событии. «Чадо вы мои, знаете, ходит земля мимо солнца, но мои слова не пройдут мимо вас. И о древних временах люди помните, о великом потопе, истребившем людей, о падении на матушку землю огня». Песни птицы Гамаюн. Вы на Мидгарде живете спокойно с давних времен, когда мир утвердился. Помня извет о деяниях дождь бога, как он порушил оплоты Кощеев, что на ближайшей луне находились. Тарх не позволил коварным Кощеям Мидгард разрушить, как разрушили Дею. Эти Кощеи, правители серых, сгинули вместе с луной в получасии. Но расплатилась Мидгард за свободу Даарии, скрытой великим потопом. Воду луны тот потоп сотворили. На землю с небес они радугой пали, ибо луна раскололась на части, и с ратью Сварожичей в Мидгард спустилась. Сантии Веды Перуна. В память о спасении от потопа и великом переселении родов расы Великой в 16-й год появился своеобразный обряд – Пасхеть. Путь осами ходяша есть твердо, сотворяша. С глубоким внутренним смыслом, совершаемым всеми православными людьми. Этот обряд всем хорошо знаком. На Пасхет крашеные яйца ударяют друг о друга, проверяя, чье яйцо крепче. Разбитое яйцо называли яйцом Кощеев, отдавали его собакам. То есть разрушенной луной Лёлей с базами чужеземцев, а целое яйцо называли силой Тарха Дачбога, ели сами. А чтобы очищенное яйцо отличалось от неочищенного, их и красили. В обиходе также появилась сказка о Кощее Бессмертном, чья смерть была в яйце, на луне Лёле. Где-то на вершине высокого дуба, на мировом дереве, то есть фактически в небесах. И не путайте бессмертный и безсмертный. Раньше была и такая форма написания, означавшая вечность. Христиане не только искажали славянские сказки, но и придумывали свои. В таких сказках главным образом присутствует извечная мечта христианского народа о халяве, в то время как в славянских сказках главные герои всегда добиваются цели только своим трудом. Одним из примеров искажений является сказка о репке, известная всем с самого раннего детства. В изначальном славянском варианте данная сказка указывает на взаимоотношения поколений, а также указывает на взаимодействие временных структур, форм жизни и форм существования. В современном варианте этой сказки не хватает еще 2 элементов, существовавших изначально – отца и матери, без которых получается 7 элементов, так как у христиан 7-ричная система восприятия, в отличие от 9-ричной славянской системы. В изначальной сказке было 9 элементов, в каждом из которых был свой скрытый образ. Репка – достояние и мудрость рода, его корни, она как бы объединяет земное, подземное и надземное. Дед – древняя мудрость. Бабка – традиции дома, хозяйственность. Отец – защита и опора. Мать – любовь и забота. Внучка – дети, внуки. Жучка – достаток в роду, есть что охранять. Кошка – благостная обстановка в роду, так как коты являются гармонизаторами энергии человека. Мышка – благосостояние семьи, где нечего есть и мыши не водятся. Но христиане убрали отца и мать и заменили их образы на защиту и опору от церкви, а заботу и любовь на Христа. Изначально смысл заключался в следующем – иметь связь с родом и родовой памятью, жить в гармонии с родными и иметь счастье в семье.
Может, отсюда и пошло выражение «дать по репе, чтобы наступило просветление». Возьмем описание змея Горыныча. «Прилетела туча черная, закрыла ярила красная, поднялся ветер великий, и прилетел в туче черной змей Горыныч трехглавый. Избы разломал, стога разметал, людей и скот в полон унес». Образ змея означает круглый и длинный, как змея. Горыныч, потому что высотой с гору. В данном случае явное описание смерча. Змей Горыныч может быть и трехглавый, три воронки, и девятиглавый. Другие древние русские сказки, описывающие облик змея, говорят о том, что он может летать. Крылья его огненные, когтистые лапы и длинный хвост со острием – излюбленная деталь лубочных картинок в сказках, как правило, отсутствуют. Постоянной чертой змея является его связь с огнем. Поднималась сильная буря, гром гремит, земля дрожит, дремучий лес долу преклоняется. Летит трехглавый змей. Летит на него лютый змей, огнем палит, смертью грозит. Тут змей испустил из себя пламя огненное, хочет сжечь царевича. В этом змее узнается змей Кундалини, духовная сила человека. Его постоянная угроза «я твое царство», то есть тело, огнем сожгу, пеплом развею. В русских народных сказках змей является охранителем границы между явью и навью. Сама граница описывается как огненная река, называемая Смородина. Мор, смерть, один, то есть смерть одна. Через нее ведется мост, называемый Калиновый. На санскрите Кали – злосчастный. То есть на эту границу может ступить только тот, у кого яйцехоре, семя дьявола, капля причинной материи, проявилась в полной мере. Перейти же через мост сможет тот, кто убьет змея, яйцехоре, то есть победит всю свою животную стихию. Если разложить слово «Горыныч» по буквицам древнерусского языка, мы получим подтверждение вышеизложенного. Г, Ор, Ины, Ч. Гор – путь, иные – проявленные в неизвестное множество, Ч, приводящий к определенному рубежу, черте, мосту. При встрече со змеем героя поджидает опасность сна, засыпания, то есть наваждения, морока. Царевич стал по мосту похаживать тросточкой, основным восходящим каналом силы кундалини, идущим по центру позвоночника человека, постукивать. Выскочил кувшинчик, мистические способности, проявляющиеся по мере подъема кундалини, и начал перед ним плясать. Он на него засмотрелся, увлекся мистическими способностями и заснул крепким сном, то есть впал в прелести. Неподготовленный человек засыпает, истинный герой – никогда. Буря, богатырь наплевал, не увлекся этими способностями, нахаркал, привел их в хару, уравновесил. На него и разбил на мелкие части. Змей бессмертен и непобедим для непосвященного. Его может уничтожить только определенный герой. Яйцехоре может быть побеждено лишь тем, в ком оно находится. Во всем свете нет мне другого соперника, кроме Ивана-Царевича. Да он еще молод. Даже ворон костей его сюда не принесет. Змей никогда не пытается убить героя оружием, лапами или зубами. Он пытается вбить героя в землю, то есть в грех, и этим его уничтожить. Чудо-юдо стал одолевать его, по колено вогнал его в сырую землю. Во втором бою забил по пояс в сырую землю. То есть с каждым боем в человеке все в большей мере начинает проявляться грязь, сырая земля яйцехоре. Змея можно уничтожить только отсечением всех его голов, то есть победой над своими чувствами. Но эти головы имеют чудесное свойство – они вновь вырастают, то есть власть чувств увеличивается при их удовлетворении. Срубил чудо-юду 9 голов, чудо-юдо подхватил их, чиркнул огненным пальцем, головы опять приросли. Только после того, как огненный палец похоть отрубается, герою удается срубить все головы. Зная зависимость духовного развития от овладения своими чувствами, наши предки дали нам следующее наставление. Где чувства господствуют, там вожделение, а где вожделение, там гнев, ослепление, а где ослепление, ума угасание, где ум угасает, там гибнет познание, где гибнет познание, доведает всякий, там гибнет дитя человечье во мраке. А тот, кто добился над чувствами власти, попрал отвращения, не знает пристрастий,
кто их навсегда подчинил своей воле, достиг просветления, избавясь от боли, и сердце с тех пор у него беспорочно, и разум его утверждается прочно. Вне йоги к разумным себя не причисли, вне ясности нет созидающей мысли, вне творческой мысли нет мира, покоя, а где вне покоя и счастье людское? Там разум и мудрость, где чувство в неволе. Третий бой самый страшный. Особым условием последнего боя является то, что убить змея может только чудесный помощник героя. Его дивье духовное тело, богатырский конь бросился на побоище и начал змея зубами грызть и копытами топтать. Жеребцы прибежали и вышибли змея из седла вон. Звери бросились на него и разорвали в клочки. Одна лошадь поднялась на дыбы и змею на плечи взвалилась, а другая по боку ударила копытами. Змей свалился, и лошади притеснили змея ногами. Вот лошади-то! Бой, конечно, кончается победой героя, но после боя нужно выполнить еще одно. Змея нужно окончательно уничтожить, то есть необходимо преобразование тел человека в свете тела, тело света, чистой добродетели. А туловище скатил в огненную реку, все части подобрав сжег, а пепел развеял по полю. Этим сказки подготавливают детей к достижению полного совершенства через обретение тела света. Еще одной загадкой являлась игла. Ведь яйцо, в котором игла хранилась, если учитывать древнейшие космогонические представления, обозначает зародыш мироздания. Каким же образом в нем может находиться судьба Кощея? В сказке «Хрустальная гора» Афанасьев есть совершенно удивительный образ, позволяющий пролить свет на эту непростую тему. Герой спасает царевну из царства смерти, Хрустальной горы. Несмотря на то, что властелином царства смерти в данном случае является змей, со сказками о Кощее этот сюжет сближает наличие сундука с заветным яйцом, в котором и заключена судьба царства смерти. Змей уже повергнут героем и соколом. Сундук заключен в туловище змея. В сундуке заяц, утка, рыба, а в них яйцо. Все как в сказках о Кощее. Но в яйце не игла, а зерно. Именно прикосновение этого зерна и разрушает змеево царство смерти, Хрустальную гору, в которой заточена царевна. Зерно, разумеется, более древний и более глубокий образ, нежели игла. Если игла использовалась в Древней Руси знахарями от сглаза и от злой колдуньи, то зерна и цветы обозначали воскрешение жизни. И вплоть до 20 века блюда из зерен использовались в церковной и народной традициях при поминальных обрядах именно в этом значении. Но почему же все-таки игла заменяет зерно? На родственном славянским языкам санскрите шила означает камень, скала, но в то же время шила колос, санскрит. Колос – это уже буквально воскресшее зерно. Что же общего между колосом и скалой? Вспомним русское слово «шило». Это игла, вставленная в деревянную рукоятку. Наборы разнообразных каменных шил дошли до нас благодаря археологическим исследованиям. Итак, шило – это тонкое каменное острие, которое способно пронзать достаточно твердые предметы. Колос, подобно шилу, пронзает не только почву, но и камни и скалы, выходя на поверхность из подземного мира смерти, из могилы, в которой было похоронено зерно. Вполне естественно, что изначально в яйце, образе зарождающегося мироздания, древние сказители помещали именно зерно как знак воскрешения, а отнюдь не простое орудие труда. Что же касается образа Хрустальной горы, то здесь несколько уровней значений, одним из которых может быть образ зимы смерти, другим – образ надвинувшегося ледника. И, наконец, наиболее глубинные смыслы – это посвящение героев, принадлежащих к воинскому и жреческому сословиям. Смерть и воскрешение божества, царевны, в данном случае женского. Когда говорится о посвящении героев в царстве Водяного или Улешева и в царстве Кощея, нельзя забывать, что эти миры неоднозначны. Если первые два олицетворяют стихию или даже телесную смерть героя в этой стихии, то царство Кощея лишь условно, на уровне посвящения героя, может обозначать такую смерть. Поскольку в ведических писаниях говорится о том, что телесная смерть есть лишь один из видов проявления жизни, на более глубоких смысловых уровнях царство Кощея означает смерть духовную. В
Вспомните, Баба-Яга то костяная, то золотая нога. Но изначально была Баба-Йога, и не зря она ладила с лешим, хозяином леса, где и стоял ее дом, окруженный высоким тыном, увешанным черепами. Но изначально черепа были животных, так как именно они сохраняют силу и мудрость своего вида, создавая обережный круг. Опять же, избушка была на курьих ножках, из которой она вылетала на летательном аппарате в одну нечистую силу. Но курьи значит дымовые, то есть дом стоял над землей и мог поворачиваться куда захочешь. Курильские острова, там что, курящих кур разводят? Да ничего подобного. Там сопки, вулканы постоянно дымят, то есть курятся. И еще, кто сквозь курево пройдет, в другой мир попадет. Очень ясное описание звездных врат. Дымка – отражение измененного пространства. Малое снаружи, безмерное внутри. Это говорит об измененной матрице восприятия. На Руси всегда почиталась кто? Молодая красивая богиня, которую звали Йогиня-матушка. И только христиане превратили симпатичную женщину в страшную старуху и назвали ее сначала Баба-Йога, а потом Баба-Яга, которая якобы детей пожирает. Вдумайтесь, йогиня-матушка, йогиня соединяющая. Что она соединяла? Она ездила по земле и отличалась от других женщин тем, что носила сапожки, вышитые золотом. Отсюда и было Баба-Яга золотая нога, то есть в золотых сапожках. Она собирала детей-сирот и уводила в свой скит, и детей потом посвящали богам, делали жрецами. И вот представьте, предгорный скит, каменная стена, внутри пещера, то есть печь света, или как сейчас говорят, пещера. Оттуда выдвигался каменный помост, который назывался лопата. А ударение сейчас поменяли, и получилось что? Лопата. Детей одевали в чистое белое одеяние, украшали цветами, давали им выпить сон травы и укладывали в нишу. Там было две ниши. Детей укладывали в заднюю нишу, потом в первую нишу накладывали валежника, хвороста и лопату задвигали вовнутрь пещера. Но никто не видел, что когда лопата задвигалась, опускалась каменная стена, и она отгораживала хворост от детей. И потом жрец или сама йогиня-матушка поджигала хворост, и для всех мирян и присутствующих хворост сгорал. То есть через огонь как бы прерывалась связь детей с внешним миром. А на самом деле этих детей разносили по комнатам или кельям в скале и воспитывали из них жрецов и жриц. А когда приходило время, этих детей-сирот, мальчиков и девочек соединяли в семейный союз, дабы они могли продолжать свой род. Но кто через 10 или 20 лет в молодом жреце или жрице мог узнать того маленького оборванного ребенка-сироту? И выражение «посвятить богам» означало служить богам своего рода, своего народа. Самым, пожалуй, загадочным и даже волшебным числом в математике является число 0. С его особыми свойствами мы сталкиваемся уже в начальной и средней школе. На 0 нельзя делить. При первом знакомстве с числовой прямой выясняется, что 0 не тождественен пустому множеству. Это число не только имеет свою координату на числовой прямой, но из него берут начало системы отсчета одномерного, двухмерного и трехмерного математического пространства. Можно сказать, что 0 является пограничной точкой, разделяющей положительные и отрицательные числа, направления вверх и вниз, вправо и влево, вперед и назад. По своим загадочным свойствам 0 можно сравнить с таким явлением физики, как вакуум, который тоже не является пустотой. В волшебной сказке мы встречаемся с героиней, чьи характеристики напоминают нам характеристики этого числа. Она всегда живет на границе двух миров, являясь как бы дверью между ними. Эта сущность никогда не является составной частью тех миров, которые она разделяет, но всегда лишь границей. Но точечность этого персонажа оказывается многообразна. Точка, которую она характеризует и обозначает собой, разворачивается внутрь себя огромным пространством, причем это происходит через число 3. Точка, число 3, пространство. То, что это внутреннее пространство точки, то есть пространство совершенно иное, нежели то, координаты которого разделяла эта точка, иначе говоря, внешнее для этой точки, становится очевидным из того, что герой попадает в совершенно иное пространство. В большинстве сказок герой из мира жизни, положительных чисел,
попадает в мир смерти, отрицательных чисел. Царство Кощея, Змея Горыныча, пройдя через пограничную точку между этими мирами, избушку Бабы-Яги. Но в сказке о молодильных яблоках и живой воде эта пограничная точка внезапно разворачивается в пространство. Герой попадает не в мир материальной жизни, а в мир смерти. То есть он без пересечения пограничной точки между жизнью и смертью входит как бы внутрь этой чудесной точки. Он попадает в царство Синеглазки, дочери Бабы-Яги. Сама Баба-Яга неожиданно утраивается, то есть из одной точки превращается в 3 точки, скорее в 3 системы координат, связанных между собой, между которыми огромное пространство, которое герой преодолевает на крылатых конях. Причем каждый конь принадлежит другой Бабе-Яге, что позволяет говорить о верности предположения наличия сверхсистемы координат. Итак, в избушке Бабы-Яги открывается вход в то, что называют 4-м измерением. Точнее же, это целая система измерений. То, что герой, выходя из избушки и садясь на волшебного коня, выходит совсем в иное пространство, нежели из которого он вошел в нее, подтверждается тем, что сначала он просит повернуться избушку к нему передом, а к лесу задом. То есть открыться в пространство, к которому она обычно закрыта. Следовательно, хозяйка, выходя из избушки, чтобы навестить своих сестер, выходит в иное пространство, нежели то, из которого пришел герой. Но в то же время это и не пространство Кощея или Змея Горыныча. Этот поворот избушки от леса к человеку не является обычным вращением предмета в трехмерном пространстве, поскольку в таком случае герой и сам легко мог бы обойти строение для того, чтобы войти в дверь, как это делается в подобных случаях. Итак, избушка Бабы-Яги – это точка посвящения, недостойные либо не допускаются, либо гибнут. Достойные могут пересечь эту границу и вернуться обратно в материальный мир живыми. Отдельным из них открывается Ирий, царство Синеглазки. О том, что это именно Ирий, свидетельствует источник живой воды и молодильные яблоки. Вспомним другую сказку, где Баба-Яга имеет дочь-горлицу, способную оборачиваться девушкой. «Поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Русские сказки. В другом варианте этой же сказки Федот-стрелец, дочь Бабы-Яги, девушка-кукушка. Эта девушка, даже выйдя замуж за главного героя сказки, продолжает жить в лесу. Она не ходит в город или в селение, то есть в материальный мир людей. Этим она похожа на царевну-лягушку, она же Василиса Премудрая, дочь морского царя, Берегиня, которая скрывается от людей под лягушачьей кожей. И то, и другой открыт и послушен мир стихий и животных. Как избушка Бабы-Яги всегда открыто повернута к лесу. Это еще одна загадка этой пограничной точки в русской сказке, точки посвящения, из которой открывается дорога в Ирий, точки, обычно закрытой для материального человеческого мира, но в то же время открытой миру природы и животным. У Бабы-Яги всегда есть животные – кони, собаки, кошки, филины, совы. Ее дочь сама оборачивается птицей. Это еще раз подчеркивает ошибочность поверхностного представления, что Баба-Яга принадлежит к миру зла. Иначе зачем ей животные? Ведь по древнейшим поверьям духи зла боятся животных. Именно поэтому в качестве оберегов еще в древности носили клыки, когти, клочки шерсти животных, а позднее, вплоть до 20 века, нательный пояс из шерстяных ниток. Даже в Сербии, где под влиянием ветхозаветных представлений о собаке было отрицательное отношение к этому животному, в XVIII веке продолжало существовать поверье, что собака способна видеть и отпугивать упырей. Филин по иранским поверьям способен различать зло во тьме. Поверье о способности кошки видеть и отпугивать злых духов даже сейчас широко распространено и общеизвестно. Итак, выражаясь математическим языком, точка, характеризующая это явление, образ Бабы-Яги и ее избушки в волшебной сказке, не принадлежит ни к положительным, ни к отрицательным числам, где положительные числа характеризуют мир материального бытия, а отрицательные – мир смерти. Однако ошибочно было бы думать, что это координата, застывшая и без движения. Она столь же обездвижена, как и точка в текущей реке, в которую, как известно, нельзя войти дважды. Расширить представление об этой точке можно, прочитав про Веды и труды Дьюи Ларсона. Разумеется, одним числом 0 не исчерпывается вся эта тема. Каждый вспомнит и числа 3, 7, 12, 33, многократно упоминаемые в сказках.
смысл и значение которых в славянской ведической системе представлений еще предстоит по-настоящему исследовать. Отличие числа 0 в том, что оно никогда не упоминается прямым текстом, но присутствие его очевидно. Помните у Пушкина: «Русалка на ветвях сидела, да и волосы были русые». Дева-птица она была, мудрая, а не хвостатая. А сейчас как пишут? Андерсон писал о зеленовласых девах, дочерях Водяного, и к русалкам они не имели никакого отношения. На Руси их звали мавками. А помните сказку про Снегурочку? Почему в современных вариантах нигде не упоминаются ее родители? Так почему же она растаяла? Нелегко понять древнюю мудрость в изначальном толковании, потому что ее нужно воспринимать сердцем, душой. Об этом хорошо сказано в сказке о Корочке Рябе. Она снесла золотое яичко, которое дед бил не разбил, бабка била не разбила, а мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. Здесь золотое яичко несет образ сокровенной родовой мудрости, которую наскоком не возьмешь, сколько ни бей. В то же время, случайно прикоснувшись, эту систему можно уничтожить, разбить на осколки, разрушив целостность. Поэтому, если люди не дошли до того уровня, который позволил бы им понимать сокровенное, им для начала достаточно простая информация в виде обычного яичка, так как от золотого может и крышу снести. Сказка «Крошечка-хаврошечка». Осталась девочка сиротой, но у нее была любимая корова. И когда девочке что-то надо было, она в левое ушко коровы влезала, в правое вылезала и получала то, что ей было необходимо. Казалось бы, такая большая девочка лазить по коровьим ушам не может. А вот эта коровка – небесная корова Зимун или малая медведица, как еще ее называют. Прямоугольничек и есть коровье ушко. А тут еще Хара, Дара, откуда харийцы, дарийцы. Но в сказке же не будут писать: вот девочка прошла врата Междумирья, направленные на вот это коровье ушко, и получала все, что ей нужно было. И заметьте, она все просила у своей мамы. Мама – это как образ коровы Зимун, прародина предков. И там же еще Ингард недалеко. А девочка через ушко проходила к Дождь Богу Солнцу, к земле Ингард. У предков общалась, а выходила совершенно сквозь другое ушко, по движению звезд в другом месте, и пробиралась опять домой. То есть она постоянно общалась со своими предками. При входе использовался один чертог Сварожьего круга, а после посещения из другого чертога она спускалась на Мидгард через другой чертог. А у ее мачехи 3 дочери – Одноглазка, Двуглазка и Трехглазка, которых она отправила шпионить за девочкой. И девочка, прежде чем уйти, пела, убаюкивала: «Спи, глазок». Первая сестра заснула. Мачеха отправила вторую дочь следить за девочкой. Девочка опять: «Спи, глазок, спи, другой». Заснула и эта сестра. И только третьей удалось подсмотреть за девочкой, потому что та спела ей: «Спи, глазок, спи, другой». А третий глаз, что между бровями энергозрения, не учла. В итоге корову зарезали, но девочка не ела мяса, а собрала все косточки, закопала их, и выросла в одном варианте сказки яблонька, а в другом березка. А березка – это тоже образ родовой. Рождалась девочка, садили березку. Мальчик рождался, садили дубок. И дети, играя, росли между деревьев. И от этих деревьев получали силу. Поэтому, допустим, если сын в военном походе был ранен, родители по состоянию дерева, оно сохло, видели, что с сыном беда. И родители начинали ухаживать за этим деревом, подкармливать его, лечить. И в результате и дерево расцветало, и сын поправлялся. Также и с березкой дочери поступали. А сивка-бурка – откуда такое словосочетание? Если сивка светлая, то почему бурка темная? Не зебра же это, у которой полоска черная, полоска белая. Все дело в том, что прозвище Бурка первоначально звучало как Бурька, а если взглянуть на его истоки, то обнаруживаются явственные следы Борея. Обратившись темногривым жеребцом, бог-покровитель Севера оплодотворил 12 кобылиц и стал отцом 12 чудесных жеребят, что могли летать по поднебесью над землей и морями. Такими их описывал еще Гомер в Илиаде. Бурные, если они по полям хлебородным скакали,
выше земли, сверх колосьев носился, стебля не смявши. Если ж скакали они по хребтам беспредельного моря, выше воды, сверх валов рассыпавшихся быстро летали. Точно так же описывается полет волшебных коней в русском и славянском фольклоре, где призываются они сивками-бурками, бурушками-косматушками, что в конечном счете значит бурьки-борейки. Не случайно и мифический летучий конь алтайских сказаний тоже зовется Буура. Между прочим, до сих пор имеет распространение славянская фамилия Борейка. В русском фольклоре есть сказочный Буря-богатырь. Чем не Борей? В Афанасьевском сборнике сказок Буря-богатырь не просто могучий исполин, он еще и коровий сын. Корова слезала остатки от златокрылой щуки, которую приготовили на обед бездетной царице. Буря-богатырь сражается на знаменитом Калиновом мосту поочередно с шестиглавым, девятиглавым и 12-главым змеями. Здесь же и волшебная яблоня, и сивка-бурка, и утка, что кличет беду, и свинья-оборотень. Да и сам Буря-богатырь оборачивается тотемным соколом. И морской царь с золотой головой, который отрывают и используют для распутывания злых козней. Вспомним Титана Форкия, морского старца, обитавшего близ Гипербореи. Все это гиперборейская закодированная символика, она еще ждет своей расшифровки. Самый выдающийся собиратель, систематизатор и исследователь русского фольклора Афанасьев разъясняет: на острове Буяне сосредоточены все могучие грозовые силы, все мифические олицетворения громов, ветров и бури. Тут обретаются и змея всем змеям старшая, и вещий ворон всем воронам старший брат, который клюет огненного змея, и птица-буря всем птицам старшая и большая, с железным носом и медными когтями, напоминающая собой чудесную стратим птицу. Всем птицам мать, что живет в океане море и творит своими крыльями буйные ветры. Пчелиная матка всем маткам старшая. От них, по мнению народа, как от небесных матерей, произошли все земные гады, птицы и насекомые. По свидетельству заговоров, на этом же острове восседают и Дева Заря, и само Солнце. Остров Буян – средоточие всех творческих сил природы, их вечно полный и неисчерпаемый источник. Он – часть той первородной земли, которую породил океан-мать и отец всех морей. Древняя сказка, когда юноша идет освобождать свою невесту от Кощея. Ему волк помогает, медведь, который древо с сундуком свернул, с сейфом, где хранилась смерть Кощея, сокол или кто-то еще, ведь когда юноша проголодался, он хотел подстрелить птицу или зверя, а те обращались к нему: «Не трогай меня, я тебе еще пригожусь». Даже щука и та принесла яйцо, где хранилась игла, а на кончике той иглы была смерть Кощея. Разные варианты трактовки. Заметьте, как бы Кощеи ни кичились, они всегда были повержены. Почему? Потому что наши предки четко определили, что Кощей – это бес, и он всегда смертный. Бес – смертный. Но так как раньше писали все слитно, то и со временем начали воспринимать в значении «бес смертный». А уже потом господин Луначарский бесовщину развел. Он вообще ввел слово «бессмертный», хотя в русском языке были понятия и «бес», «смертный», что означает «бес, который рано или поздно все равно умрет», и «безсмертный», что значит «вечный». Вот в чем различие. И заметьте, в любой славянской сказке добро всегда побеждает, и любое действие всегда имеет законченную образную форму. Заметьте, Кощей всегда был в определенных доспехах, то есть в защитных одеяниях. Злые всегда любили защиту себе устраивать, и простое оружие, как в сказках, и каленая стрела его не берет, то есть закаленное, и меч на травах закаленный его не сечет, а берет его только меч какой? Кладенец. А чем отличался от закаленного меча меч-кладенец? А тем, что это не просто меч, а это мощное информационное оружие. Почему? А потому что по мечу шла руновязь, то есть определенные заклинания по клинку шли, и даже на рукояти иногда. А еще руновязь создавала как бы особую энергетическую структуру, силу вокруг меча, то есть кладенец – это как бы оружие магического воздействия, или, как бы сказали, волшебный меч. И он любую эту отрицательную энергетическую защиту все равно пробивал,
потому что мощнее славянских рун ничего нет. Потом в сказках помните голубое блюдечко и наливное яблочко? Прообраз телевизора. Поэтому кто телевизор изобрел? Наши изобрели, русские. Где впервые в мире началось первое постоянное телевизионное вещание? В Германии. То есть наши разработали. Ведь те же германцы — это западные славяне. А их сказочки? Вспомните их сказки. Золотой гусь, то есть тот, кто равнодушен к золоту, тот, кто привык жить своим трудом, те могли подойти, погладить этого гуся и пойти дальше. А жадные они прилипали. Хозяин постоялого двора прилип, потом прилипли музыканты, которые только за деньги привыкли играть и так далее. То есть говорилось о чем? Что существует невидимая взаимосвязь между паразитирующими системами, то есть теми, кто ничего в жизни не делает, а живут за чужой счет. И это все высмеивалось. Очень интересным с эзотерической точки зрения является сказочное наставление «Урок», сопровождающее не одну русскую народную сказку. «Пойди туда неведомо куда, принеси то неведомо что». Оказывается, не только сказочным молодцам давался такой урок. Это наставление получал каждый потомок из родов свято-расы, что восходил по золотому пути духовного развития, в частности осваивая ступени веры, науку образности. Второй урок первой ступени веры человек начинает с того, что заглядывает внутрь себя, чтобы увидеть все многообразие красок и звуков внутри себя, а также изведать ту древнюю родовую мудрость, которую получил при своем рождении на Мидгард-земле. Ключ к этому великому кладезю мудрости известен каждому человеку из родов великой расы. Он заключен в древнем наставлении: «Пойдите туда, незнамо куда, познайте то, неведомо для вас что». На эту же тему и выбор пути у камня на распутье, а попросту крест судьбы. Пойдешь направо — коня потеряешь, пойдешь налево — славу потеряешь, пойдешь прямо — и себя, и коня потеряешь. Под конем можно понимать иконы, материальный мир, под славой — духовный мир, а прямой путь прямо в мир Нави, а уж светлый или темный решать самому. И вот перед нами этот злосчастный камень, и нам опять нужно выбирать, а за ним развилка, и не дай бог мы опять выберем путь за 3-9 земель в 30-е царство, откуда никогда не вернуться. И вот мы уже битый час стоим на этой развилке, выбираем, подсчитываем, и в итоге решаем повернуть обратно. А вот Иван Дурак, самый непостижимый персонаж нашей с вами культуры, совсем не задумывается, и такое впечатление, что ему все равно, по которой дороге идти. Для него все дороги как одна. И вот он уже идет, кряхтя и спотыкаясь, с трудом преодолевая свою чудовищную лень. И знаете, он обязательно вернется, потому что слово «дурак», если разложить его по-древнерусским образом, 2 или более сияний света к возвращению и привнесению, означает способность мыслить, то есть сиять в 2 и более плоскостях одновременно, соединив все дорожки в одну, и, возвращаясь, привносить в систему некогда утраченное. Аз, боги, веди, глаголь, добро – это, как вы понимаете, не А, Б, В, Г, Д. Первое – живая вода, второе – мертвая. И понятно, почему иностранцы не понимают наших сказок. Хоть кол им чеши на голове, не могут понять наших глубинных образов, ведь аз, боги, веди, глаголь, добро просто невозможно перевести на их язык, не нарушив созданный веками лад нашей внутренней силы, наших внутренних масштабов, не стерев живительную логику составления наших, столь неотрывных от самой природы смыслов, не исказив сакральную основу буквицы «ять», что даже будучи изгнанный за ненадобностью продолжает хранить образ связи верха и низа и терпеливо ждать возвращения домой в свою дикую и такую безответственную семью, ибо не ведают, что творят. Кстати, слово «образ» — это тоже, как вы понимаете, аббревиатура, состоит из буквиц «он», «боги», «ер» и «рецы», ну и «ас», конечно. Сложив смыслы каждой из буквиц, получаем «он богами творимый, изреченный человеком». То есть образ, созданный воплощенным на земле Богом. Жизнь – живот жизни нашей, созданной свыше. Соединив образ и жизнь, получаем богами и человеком творимый один из ликов живы. Живо – подлинное «я» человека. Получается бытие в одном из ликов многоликой души целого. Слово «душа» тоже важно прояснить.
Добро, изначально посылаемое в трудах человеком, умножаемое. Грубейшая ошибка говорить «моя душа». Душа – это добро, изначально посылаемое в трудах человеком умножаемое. То есть правильно говорить «я есть одна из граней души целого». Вот на каких уровнях мы все одно. Как все мы знаем, в начале было слово, и множество ученых скажет вам. Слово – это фактор высочайшей цивилизации и культуры. Если мы возьмем понятие «славяне», то помимо формы в толковом словаре, одна из крупнейших в Европе групп родственных по языку и культуре народов, оно означает «ясно говорящие». А в повести временных лет, кстати, слово «язык» вообще употребляется не в значении «речь», но в значении «народ». Поэтому славян и называли язычниками, то есть представителями другого народа. Любой звук в этом языке изначально хранит в себе образ, а образ – это не картинка, не иллюстрация в журнале. Он соединяет в себе очень много уровней. Все мы образованные люди, верно? И кое-кто уже заметил, что в этом слове присутствует слово «образ». И нам очень не нравится, когда нас называют необразованными, верно? То есть безобразными, как бы не имеющими образа. Например, все мы знаем, что в 989 году началось крещение Киевской Руси. Но мало кто знает, что в этом процессе погибает около 9 миллионов человек, не желающих принимать новую веру. И эта цифра покажется более чем шокирующей, если вы уточните, что народонаселение на Земле того времени было на несколько порядков ниже, чем сегодня. То есть новая религия просто вырезала почти целый народ, и кто-то из именитых ученых уже говорит, что вплоть до Кирилла и Мефодия, а это 7 век нашей эры, у славян вообще не было и не могло быть никакой письменности. Кирилл и Мефодий, как вы знаете, взяли древнеславянскую буквицу, в которой было 49 начиненных тротилом образности буквиц, выбросили 5, так как в греческом языке не было таких звуков. А для 4 дали греческие названия. Потом Ярослав Мудрый убрал еще одну буквицу, осталось 43. Петр Великий сократил на 5 до 38, Николай II еще на 3, а господин Луначарский до 31, убрав при этом и буквицу «ять», которая играла более чем важную роль среди своих братьев и сестер. Она была образом связи земного и небесного начала. Но это еще не все. Он изгнал в языковой гулаг так называемые образы, и русский язык стал безобразным, то есть безобразным. А на этом безобразно-безобразном языке все мы, собственно, и выросли. Очень неприятная новость, согласитесь? С этого момента сколько хотите бейте в колокол, никто звука колокола не услышит, но только звук алюминиевого таза или газовыводящих труб. Проще всего сказать, что язычники – это крамольники, но будьте осторожны. Крамола на нашем, на славянском языке означает кра, то есть к чистому сиянию, обращающий свою молвь. В житии святых Кирилла и Мефодия, кстати, о славянах говорится: простая чадь, простая, то есть не искривленная, не лукавая, и у этой простой чади и вера была такая. Вот как вы расшифруете слово «вера»? Ве – ведать, ра – свет. Получается видение света, что ли? И сказать, что мы и есть эта сила, эта волна, это сплетение образов, на которых зиждется наше как индивидуальное, так и коллективное славянское мировосприятие, это, конечно, ничего не сказать. Возьмите, к примеру, слово «любовь». Лю – люди, бо – бог, ве – ведать. Люди богов ведают. Чувствуете образ? Двое встречаются, чтобы богов ведать. И труд этот высочайшая роскошь, какую может позволить себе только человек. Мы живем на земле уже давно. За спиной миллионы лет преданий, былин, опыта и разного рода заветов. Но мало кто помнит, что Ас – это воплощенный на земле Бог. Тот, кого боги глаголя сотворяша. То есть проявляют мысль Бога через свое слово. Но большинство из нас даже не помнят о существовании этих живительных источников. Я не прав? И почему, интересно, наша память стала такой короткой? Почему мертвая вода нам сегодня больше по вкусу, чем живая? А совесть всего лишь абстрактный термин. А ведь совесть – это совместное с Творцом видание бытия. Мы злимся на других, забывая, что злиться на нашем языке означает злить себя. Деремся, забываем, что драться означает драть себя. А себя означает «сие есть Бога образ». Поэтому сегодня русские сказки – это уникальный декодер всех элементов мироздания.
что генерирует все существующие во Вселенной смыслы и образы. Кому-то это кажется забавным преувеличением, кто-то говорит, что это сама память, та самая живая вода или этот самый камень на распутье, что с помощью сказаний между слоями атмосфер записаны генетические коды одного удивительного по своей глубинной памяти народа. Интересно также, что этот народ никогда не стремился подчинить себе другие народы. Вы помните об этом? И почему вы думаете, славян, то есть нас с вами, невозможно одолеть силой? Кто-то, пытаясь осмыслить нашу загадочную душу, говорит, что мы играем по каким-то совершенно неведомым для всего остального мира законам. Каким? Вы знаете о них кто-нибудь что-нибудь? И где они записаны? Кстати, раньше слово «закон» звучало как «покон», то есть следование кону. Кон – незыблемое правило, ниспосланное свыше. Если мы говорим «закон», то получается то, что находится вне этого кона, вне незыблемого правила, ниспосланного свыше. И как интересно получилось, что в основе нашей коммуникации лежат до противоположности искаженные смыслы базового языка. Или вот слово «демократия». Составное слово греческого происхождения означает политический строй, основанный на признании принципов народовластия. Но демос в греческом языке означал свободных граждан, имеющих рабов, то есть рабовладельцев, а народ – это охлос, ахламон – человек из народа. Он в демократической Греции прав голоса не имел. В чем же заключается основной принцип демократии? Правильно, принцип большинства голосов. Но уже в Древней Греции на одном из храмов было высечено: худших всегда большинство. Но у Платона вы, несомненно, читали, демократия стоит на последнем месте после тирании. Но тем не менее мы до сих пор ратуем за строй, в котором голос образованного ученого и ответственного семьянина равен голосу безграмотного бомжа и наркомана. А у вас есть альтернативы? Спросите вы. Есть реплика. Дело в том, что исконно русский принцип – это не принцип большинства голосов, но принцип единогласия. Право голоса в этом случае имеет только родитель, то есть тот, кто доказал своим образом жизни, что способен упорядочивать пространство вокруг себя. И если у человека крепкая семья и большое здоровое потомство, это говорит о том, что у него есть квалификация упорядочивать и защищать жизнь. Есть квалификация передавать опыт, культуру, жизнеутверждающие смыслы. Он обладает зрелой ответственностью за будущее своих детей. Если же человек не имеет этой квалификации, то самоубийство пользоваться его мнением. Простая и более чем практичная логика. Разве нет? Ведь основа любой культуры – способность сохранять и передавать из поколения в поколение базовый образ этой культуры. Культура, кстати, тоже составное слово. Культ – следование каким-либо правилам. Ра – свет истины. Получается следование правилам, сохраняющим свет. И если способность сохранять свет утрачивается, культура что делает? Правильно, вырождается. Для большинства из вас слова «культура» и «цивилизация» почти одно и то же. Но если разобрать слово «цивилизация» по канонам аббревиатурного письма, мы получим «ци» – поток энергии, «вили» – разведение в разные стороны, «за» – последовательно. Получается последовательное разъединение целостного потока энергии, то есть цивилизация стремится к унификации и стандартизации, тогда как следование правилам, сохраняющим свет, то есть культура, совсем другой образ. Верно? Как легко запутаться и сбиться с пути, не владея образностью своего собственного народа. Кстати, слово «играть», раньше оно звучало как «гхорать», состоит из нескольких очень важных образов. Гха – неизведанное, но проявленное свыше, передавать мудрость. Твердый знак с твердостью. Р – изрекать разумно и последовательно. Ас – ну вы уже знаете, воплощенный Бог. Т – утвержденное свыше. Мягкий знак – связь с уже существующим, богами и некогда сотворенным. Получается, что играть означает передавать завещанную богами и подтвержденную опытом воплощенных на земле богов мудрость. А это уже, согласитесь, не столько развлечение, сколько главная функция жизни. Верно? И получается, что с понятием игра актера, игра оркестра, игра света, игра детей, деловая и политические игры, игра природы, игра ума, игра воображения, игра стихий, космическая игра связаны практически все аспекты нашей жизни. Она как бы пронизана игрой на всех ее уровнях.
В современном мире присутствует огромное количество так называемых дихотомий, то есть пар противоположных понятий, антонимов. Добро – зло, плохой – хороший, красивый – уродливый, земля – небо. Но если вы посмотрите на руническое письмо своего исконного языка, то будете более чем поражены. В нем этих дихотомий нет. И как такое может быть? Эти глюки появились в нашем языке из необходимости упростить наш космос под торговые понятия. Ну вы прекрасно понимаете, как это случилось. Но с точки зрения исконных рунических смыслов, красота и уродство – это почти синонимы. Изначально слово «урод» означало близость к роду, то есть уродорасположенный. То же самое старое «добро» и «зло». Ранее означало нечто неизведанное, превышающее понимание. Мы не говорили «этот хороший, а этот плохой». Мы всегда говорили «другой», инаковидящий, то есть воспринимающий мироздание по-иному. В нашем ДНК с помощью языковых кодов записаны удивительные знания, уважение всего, что сотворено и проявлено во Вселенной, всех возможных форм жизни. А плюс и минус – это просто математические понятия, но не этические. Наша душа – большая душа, и все повсюду об этом знают. Душа, способная к состраданию, вмещающая в себя свою радость и чужую боль. В ней нет и никогда не было противоположностей, исключающих или отрицающих что-то, не укладывающееся в наше понимание. Мы созданы по образу множества в единстве, а потому способны жить вне конфликта, и энергия наша создается в поле стихий, а не страстей, в поле щедрости, а не жадности, в поле светоносности, поле любви. Кому-то из вас, я уверен, известно золотое правило, которое сформулировал один мудрец. В любом конфликте между двумя всегда незримо присутствует третий, и лишь незнание того, что этот третий есть, поддерживает конфликт между противоборствующими сторонами. И теперь перенесите это на современные конфликты. До слез ясно, верно? Одним словом, для того, чтобы быть русским человеком, недостаточно в совершенстве владеть русским матом. И все мы готовы с этим согласиться. Русский человек – это тот, кто в трудах и ответственности восстановил свою родовую память. И в основе этой родовой памяти в языке, на котором она с нами говорит, нет даже понятия смерти, то есть символа, означающего противоположность жизни. Это совсем за гранью понимания. Как всем нам известно, жизнь конечна, что все мы когда-нибудь умрем. Но Бог Перун говорит нам на это. Смерть наблюдаете вы в окружении своем, для себя же вы ее не сыщете. Ибо смерть всего лишь изменение мер жизни. Смерть – С – смена, мер – мерности, Т – телес. А достичь цели означает достичь завершенного образа, за которым каждому из вас придется отправиться туда, незнамо куда, чтобы отыскать то, незнамо что. И только при условии, что образ ваш проявится в явном физическом мире, в свете своего совершенства. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.